Все, наш малышок родилась. Все хорошо, с Танюшкой все в порядке, с малышем все в порядке. Я чуть-чуть приболел, вот взял масочку, сейчас еду навещать мою дочечку и Танюсечку. Что хотел сказать? Да, нехорошо, что я заболел, но случилось так, как случилось. Хорошо, что они еще не дома, и моя болезнь не ходит вокруг них. Сейчас заеду там для малыша, кое-какие вещи взял, Танюшечка попросила. Завезу туда, увижу, как они там, все вопросы, которые там есть, решу. Там какие-то маленькие вопросы появились. И обратно домой выздоравливать. Все, я у моих девочек. Мои девочки себя хорошо чувствуют. Танюшечке чуть-чуть больно, но она у меня сильная, она справится. А этот малышок просто какое-то чудо, вы не представляете. Просто чудесное чудо. Сейчас смотрит на меня. Звуки послушайте. Вот чихнула она. Просто чихнула. Друзья, это счастье реально. Просто счастье. Других слов я не могу сказать. Ты как смотрит. Ты устала видеть, папуля приехал, скажи. Мы так ждали тебя, папулик. Да, моя маленькая, Да, да. хорошая. Ребятки, я выхожу я немножечко на связь. Всем здравствуйте. Мы живы, здоровы. Относительно. Конечно, это слово нельзя так особо применить на все 100%. В палате я одна. Немножко вам покажу, что, собственно говоря, классно, что я одна в палате. И плохо, что здесь нет со мной моего мужа. Это очень печально, что так все с нами произошло, потому что сейчас, конечно, мне крайне нужна просто его помощь физическая. И пока он мог, пока там первый, второй день, пока он мог быть со мной, я, честно говоря, при всей этой боли адской, при всем послеоперационном состоянии я чувствовала себя, можно сказать, прекрасно, потому что все дела, все делал он, и он мне очень-очень помогал. А сейчас так сложилось, что мне приходится справляться самой, и боли вообще не прошли. Они только пока что ухудшаются, усиляются, и я в расстроенных чувствах, можно так сказать. Хочу вам немножечко показать еще обед. Сегодня не густо, вчера дали то же самое, там хлебушки, еще был кусочек колбаски, тоже, можно сказать, немного, чаек и вот это йогурт. Я, между прочим, перед этим читала какие-то там отзывы, что кормят немного, типа, девочки, берите еду, там, запаситесь едой. Я, конечно, за это тоже переживала, я думала, я буду голодная, там говорила, коп, надо закупить, прикупить все. Но я не ем, честно вам скажу, я ем вот что-то, себя заставляю, кусочек хлебушка, и какой-то чаек обязательно, я много-много пью жидкости, и это уже меня держит на ногах, и понимаю, что нужна пища, и сколько могу, столько съедаю. Бубочка со мной, слава богу, она в порядке, с ней тьфу-тьфу-тьфу, вообще все хорошо. А Копчику шлю фотки. Вам, конечно, пока не покажу, извините. Налюбоваться просто этой прелестью не могу. Ребята, какая она красивая. Ты привет нам передаешь, да? Это такой комочек счастья, я просто не могу вам передать. Это я только беру ее на ручки, не знаю, у меня полные глаза слез. Честно говоря, мы ходили беременны 9 месяцев, и мы реально не осознавали, какое это счастье. И я думаю, это каждый родитель. Вот пока оно не родится, это чудо, ты ничего еще не понимаешь. То, что ты беременный, целуешь, любишь животик, это да. Но когда оно родится, это просто взрыв мозга какой-то. Это, не знаю, других слов нет порядочных у меня на это. А в общем, ребятки, говорить мне тоже немножечко еще больно. Сидеть тоже больно, но покушать я уже встаю. У нас еще, встаю вот так, я имею в виду, у нас еще тут немножко происшествия по больнице, но это уже
я думаю, чуть-чуть позже мы с вами обсудим и все расскажем. Пока что такой прием. Завтра постараюсь тоже выйти на связь. Надеюсь, окопчику завтра будет легче. Я надеюсь, я просто каждую ночь молюсь, каждый день, потому что я без него просто погибаю. Я даже боюсь, чтобы наступило утро и чтобы он сказал: нет, мне плохо, потому что я просто, мне невыносимо тяжело без него. Пойти, встать, дойти до туалета и все остальное. Это только я там вам одно назвала, один цветочек. Ладно, ребятки, будем держать в курсе, все будет хорошо. Как обычно, все равно будем стараться быть на позитиве. У нас другого выбора нет, потому что у нас такое счастье вот тут рядом лежит. Не могу вам просто это все рассказать. Так, дорогие, короче, я долго не был у Танюшки с малышкой, потому что я почувствовал, что мое состояние ухудшается. У меня простуда пошла на губу, на нос. Такого у меня никогда в жизни не было. И сейчас я в буквальном смысле дома, не выхожу никуда, чтобы быстро выздороветь, пью таблетки. То, что я не делал тоже никогда. Я обычно в таком состоянии, хоть у меня такая простуда никогда не была на носу, на губе было, но когда простуда у меня появлялась, в таком состоянии я спокойно ходил на тренировки, я передвигался спокойно, свободно и никогда не придавал этому значения. А сейчас я в буквальном смысле дома сижу, целый день никуда не выходил, чтобы быстрее выздороветь и поехать быть с моей женушкой и с моей малышкой вместе. Я очень хочу сейчас быть с ними. Я понимаю, что сейчас очень нужна моя помощь Танюшке и малышке. Танюшка пока что очень тяжело передвигается, ей рука помощи в буквальном смысле очень нужна. Расскажу чуть попозже, когда, я думаю, завтра уже, когда буду себя хорошо чувствовать. Очень надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать. Уже вместе с Танюшкой расскажем вам историю про больницу. Больница оказалась не такая идеальная, как мы думали. Косяков есть, короче, о чем поговорить, о чем вам рассказать, чтобы вы тоже знали, что с нами было. В общем и целом, сейчас моя задача побыстрее выздороветь. Пожалуйста, по-братски, там, помогите, кто как, чем может. Напишите в комментариях, как можно быстро вылечить себя. У меня побаливает горло, чуть-чуть гриппозное состояние, температуры нету. Я пью малиновый чай с имбирем и с лимоном. Наверное, кружек уже 100 выпил, если не скромничать. Пью ибупрофен, если не ошибаюсь. Да, пью ибупрофен, пью от горла стрепцитил и еще немесил пью, когда засыпаю и когда просыпаюсь. Я никогда в жизни такое количество таблеток не выпивал, понимаете, что происходит? И я очень хочу побыстрее выздороветь. Для меня это сейчас задача номер один, потому что я не могу вот так бездействовать, когда моей женушке, моей малышке нужна моя помощь, а я тут сижу дома и ничего не могу сделать. Потому что находиться с ними это вообще нехорошо будет. Мало ли, если она там подцепит мою болезнь, Танюша или малышка, что для Танюши, что для малышки будет очень нехорошо. Ладно, рассказал вам все, что происходит у нас нового. Пока что так, сижу дома и все. Друзья, выйду я с вами немножко на связь, расскажу обстановку. Очередной день не из легких, потому что он без мужа. Это и так все понятно. Без физической помощи, без поддержки, без тактильного контакта, которого мне так не хватает, к которому я реально привыкшая, потому что мы с Акопом очень близки. Ну, может быть, если у нас есть новые зрители и этого не знают, мы всегда вместе, и я даже не помню уже, помню, когда еще вот это был у нас разрыв, когда мы сюда переезжали, это длительный период, мы не виделись, а после этого вот мы 9 месяцев, получается, находимся в Германии, и у нас не было такого, чтобы мы сутки не виделись,
И я понимаю, что это, ну, какая-то для меня большая катастрофа. Мне уже действительно не хватает мужа. Как бы это, может быть, для кого-то смешно не звучало, я понимаю, что есть такие пары, которые вообще типа там отдельно живут себе. Женщины, жены себе в своем кругу, мужчины, мужья в другом кругу, и нет какой-то близости, нет общения и какого-то, ну, такого сильного контакта, то у нас немножко другая семья. Мы постоянно вместе, и мы вот так как одно целое, мы постоянно разговариваем, мы все обсуждаем, у нас нет никаких секретов. Ну, короче, это я называю какая-то такая восьмерочка из двух колечек. И, конечно же, мне его очень не хватает. Хотя ему сейчас в 100 раз не легче. Даже мои родители сказали, говорят, боже, как жалко Акопа, что это такие долгожданные моменты, это такой наш желанный ребеночек. Ты хочешь тоже болтать уже на камеру, да? Доня мамина голёцая. И он сейчас, ну, мама говорит, я представляю, как он мучается, он хочет быть с вами, и он не может, просто вот потому что вот так вот случилось, это же просто катастрофа. Ну ничего, ребятки, я сегодня уже улыбаюсь, у меня есть многое, что вам рассказать, но это, наверное, будет как-то чуть-чуть попозже. Так-то по состоянию я немножечко встаю через адскую боль. Прекрасно знаю и понимаю, что некоторые женщины абсолютно по-другому переносят подобные операции. Кто-то вообще там, может быть, встал и пошел на второй день. И такие, конечно же, не поймут. Но я не такая. Я абсолютно другим складом болевых ощущений и чувствительности человек. Короче, я нормально так страдаю сейчас, можно так сказать, но не будем жаловаться. Спасибо, Маришка сегодня приходила, моя очень близкая подружка, и мне так она помогает. Вот эти 2 дня она приходит по утрам. И, конечно же, вот физическая помощь, которой мне нереально не хватает, просто я беспомощная сейчас. Вот я оказалась какой-то беспомощной в такой ситуации, что я себя вот чувствую беспомощной. Потому что ребеночек начинает плакать, я тупо не могу его из-за адской боли в животе, и я не могу ее достать сюда. Короче, я начинаю реветь вместе с ней, и, в общем, у меня была уже и депрессия, и такие плохие состояния, но сейчас не об этом. Я надеюсь, завтра уже будет новый день, будет все хорошо. Кстати, очень хочу поблагодарить, ой, боже мой, улыбнулась, называется, за вот эти кровати. Они очень помогают, потому что можно действительно вверх-вниз себя поднимать, выше, ниже, как хочешь, и это в моем случае большое спасение. Еще я голодная. Сегодня нехороший принесли обед. Я его не смогла поесть. Такой прям немецкий. И ну, по поводу питания я тоже думаю, еще поговорим потом. Постараюсь. Я просто все каждый день думаю, все завтра чуть-чуть будет легче. Завтра же. Врачи же обещают, завтра будет легче. Завтра позаписываю, завтра все расскажу. И вот так день за днем проходит завтра, а я понимаю, что легче мне, ну, может быть, на 2% из 100 мне стало легче, понимаете? Тю, ты бусенька моя, она вам привет всем передает, говорит спасибо всем. Люди наши дорогие, добрые, всем спасибо, мы столько комментариев получили, столько поздравлений, столько поддержки. Я, конечно, честно вам скажу, я еще даже половины не перечитала. Отвечать мы тоже еще никому не отвечали, тоже не обессудьте, потому что Ак в таком плохом, тяжелом состоянии и вообще ни до чего. Ну, это тоже понятно. Я еле живая, с этим ребеночком. А сейчас еще заставляют там корми сама, все делай сама. Я, конечно, прошу, ну, чтобы помогали, и потому что я просто не могу. Но как-то стараюсь, хоть как-то стараюсь это делать. И, в общем, пока что мы вам не ответили, но мы обещаем, что мы все это перечитаем. Мы все знаем, что вы все пишете от души, и мы очень-очень благодарны. Давайте попрошу вас еще поддержать еще в этот момент нас, пожелать, чтобы завтра нам было намного легче.
чтобы Акопчик уже мог ко мне приехать. Если завтра он будет здоров, все, считайте, что я тоже поправлюсь намного быстрее, я это знаю, потому что он моя такая частичка, ну, которая мне дает заряд, еще и такой душевный, понимаете? То есть я знаю, что если был бы он рядом в этот момент, какое-то, если вот это испытание нам не пришлось пройти, то я бы быстрее восстановилась. Мне бы на сегодняшний день уже было бы легче. Но пока так. Все, мы вас любим. Типа сердечко, короче, хочу вам послать. Не могу. Давайте вот так. Еще как всегда смеется, что я так делаю. Всем посылаю всего доброго, хорошего, свое сердечко и свою любовь. Вы уже поняли, что я не выздоровел, что я не смог позволить себе это счастье побыть с моими девочками, с моей дочечкой, с моей Танюшкой. Сегодня второй день уже заканчивается, как мы не виделись. Мне стало лучше, но не на 100%, чтобы я мог это сделать. Думаю, очень хочу этого. И если даже не буду на порядок здоровее, я в любом случае уже завтра поеду к ним, одену там маску, тройной слой маски и поеду навестить их, потому что я уже не могу. Я уже очень соскучился, я уже очень хочу свою дочечку. Вот просто посмотреть. Хорошо, я пока что не буду ее трогать, потому что ну, чуть-чуть опасность есть, что я могу заразить своим вирусом, своим гриппом, своей болезнью, которую я подцепил где-то непонятно. Вообще не тот момент, когда нужно болеть, я сейчас именно болею. Как вы уже услышали от Танюшки, у нее там тоже нехорошо. Мы попали, так скажем, в этот счастливый момент нашей жизни, вообще не в том состоянии, в котором нужно насладиться этим счастьем. Там такая долгожданная малышка. Я с Танюшкой разговариваю, она показывает мне эту дочечку нашу. Это вообще такое чудо, такая уже красотунька. Просто я не могу. Вот я хочу просто быть рядом, хотя бы чуть-чуть времени провести. Но, к сожалению, не могу. У меня сейчас я разговариваю, уши заложены, я чувствую. Горло почти попустило, потому что я этот чай, я не знаю, просто количество, какое было выпито, большое-большое количество. Таблетки пью. Таблетки, кстати, парацетамол был, не ибупрофен. Ну, это, наверное, одно и то же. Температуры нету. По голосу, наверное, слышно, что голос хриплый. Я чуть-чуть не в кондиции. Губа и нос проходит. Я завтра буду на порядок лучше себя чувствовать, но полностью не буду здоров. Это нехорошо, конечно же. Никому не желаю испытать то, что сейчас я испытываю. Потому что, ну, представьте, долгожданный момент жизни вот наступил, уже все, этот момент вот здесь и сейчас, а ты не можешь этим насладиться. Это какой-то абсурд, это какой-то бред, это какой-то, я не знаю даже, как явление это можно описать. Много есть что рассказать, что в больнице было, я уже вам говорил. К сожалению, я не смог попасть к Танюшке, чтобы мы там вместе рассказали, что происходит в больнице. Но ничего страшного, всему свое время. Придет момент, мы расскажем вам, что там было, что там происходило. И вы тоже поймете, какие испытания мы тут проходили. В общем, друзья, дорогие наши, опять скажу, что я очень соскучился за своей дочкой. Я очень соскучился за своей женушкой. Это будет, наверное, встреча этого года. Да, можно так назвать. Долгожданная встреча этого года. В любом случае, при любом раскладе, но, опять же, при любом раскладе, это чуть смело сказано, завтра я буду себя хорошо чувствовать, я уже уверен в этом. И поеду к моей женушке и к моей дочурке. Вам спасибо за поддержку, спасибо, что вы столько поздравлений писали. Не знаю, какое количество там поздравлений было. Я не был в состоянии, чтобы прочитать сообщения. Честно, вот эти 2 дня, когда я дома нахожусь, я ничего не делал. Просто пил чай, валялся на диване, в кровати, старался высыпаться, чтобы организм быстрее восстанавливался. Но как получается, что в организме процесс вирусный запущен, и нужно подождать, пока это все пройдет. По-другому никак.
Спасибо вам, друзья, что вы были с нами. Подпишитесь, чтобы не пропустить, что было дальше. Дальше будет интереснее, я вас уверяю, это однозначно. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши будущие эфиры. Вы были на канале Сириканя Family. А Копчик, Танюшечка моя в больнице и наша малышка, наша дочечка. А как мы назвали нашу дочечку, тоже узнаете скоро. Все, друзья, пока.